Всем привет! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Узорах разных, узорчиков уже очень много. Узорчики простые, средней сложности, сложные. Узоры для шали, для палантинов, для бактусов. В принципе, узорчики очень универсальные. Их можно использовать в зависимости от цветовой палитры и от толщины, как во взрослых изделиях, так и в детских изделиях. Поэтому вы не ограничивайте себя, так скажем, фантазией. Так как узорчиков очень много, и они собраны в небольшие коллекции для вашего удобства, особенно новичкам, чтобы они не растерялись на канале, заходите в раздел «Плейлисты» и смотрите по плейлистам, какие вам необходимы, так скажем, узорчики. Надеюсь, видео вам понравится. Вы поставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. Своим подписчицам, подписчикам, мастерам, мастерицам передаю большой привет. Вы моя большая группа поддержки. Я сегодня к вам с новым узорчиком. Этот узорчик, вы наверняка уже поняли, будет для очередного бактуса. Бактусов уже прилично, да, у нас собралось в коллекции. Ниточки вы уже знаете, да, такие вот Alize Baby Wool, получается батик. И сегодня будет другая расцветочка. Так, то есть мы с этими ниточками уже работали. Другая расцветочка будет и схемку я прилагаю. Схемка получается непосредственно вязание от угла бактуса, да, то есть он у вас будет так вот треугольничком расти. И я буду его вязать до конца, вот так вот расширять и расширять. Но я вам прилагаю еще одну схемку, там, где вы можете непосредственно сужать его, и у вас будет такой треугольный платочек, да. То есть можете воспользоваться второй схемкой, можете не воспользоваться. Итак, что это у нас за пряжа, кто еще не знает. Alize Baby Wool батик. Смотрим цвет сразу же 35-66. Очень интересный переход. Будем смотреть, наблюдать. Что же это за ниточки? Смотрите, в 50 граммах находится 175 метров. В принципе, на все бактусы у меня уходило 5 моточков. Но вы размер определяете сами. Вы можете сделать его меньше, вы можете сделать его больше. Вы можете задекорировать его помпошками, можете задекорировать кисточками там, и так далее, и так далее. То есть как хотите. Ну, в среднем вот так вот. Не забудьте обязательно связать образец, да? Чтобы узнать, сколько пряжи вам понадобится. Итак, 40% в составе шерсть, 40% акрил и 20% бамбука. По ощущениям, да, по тактильным, очень классные ниточки. Как бы не реклама, но действительно классные. Если классные, в чем бы не сказать, что классные. Итак, можете ниточку брать снаружи, да, можете ниточку брать изнутри, как вам удобнее. Я начну снаружи. Итак, согласно схемке, мы сейчас с вами набираем, получается, 5 воздушных петелек. То есть вначале, как всегда, петелька фиксации. Мы ее набираем, и при наборе наших петелек мы ее не считаем. Вот, петелька фиксации и все. Дальше 5 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5. Есть. Далее по узорчику делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Есть. А теперь смотрите. Пропускаем, получается, от крючка считаем 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, и вот в 5-ю петельку ныряем и провязываем столбик с накидом. То есть вытягиваем ниточку, так, и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Вот столбик наш с накидом. Вот эти 3 петельки подъема, это тоже имитация столбика, так, то есть мы за счет этих 3 петелек поднимаемся в ряду. Далее накид. Теперь смотрите внимательно. Вот у нас 2 петельки цепочки, 1, 2, мы их пропускаем. И вот в эту третью, последнюю, мы будем провязывать с вами, смотрите, столбик с накидом сюда, 1, столбик с накидом сюда же, 2. Далее делаем 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. И возвращаемся опять сюда же и делаем столбик с накидом. У нас как бы получается, ну, назовем пол веерочка, да, то есть не полный веерочек, но мы уже начали, начало положено. Понятно? То есть вот наш первый ряд. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Накид. И сюда же, только что где мы провязывали, да, наши 3 петельки подъема, провязываем еще 2 столбика с накидом. 1 столбик с накидом. Сюда же 2 столбика с накидом. То есть мы все время с одной стороны будем делать прибавку. Так? То есть с этой стороны у нас будет все время делаться прибавка, вы увидите в каждом ряду, а одна сторона у нас будет идти прямой. То есть узорчик вырастет, и вы увидите, поймете принцип. Итак, вот мы, получается, делали 3 петельки подъема, 2 столбика. Все это за верхушку одного столбика. Далее, смотрите, вот мы здесь сделали 3 воздушные петельки, да, как бы наш пол веерочка. Ныряем вот в эти 3 воздушные петельки и провязываем 2 столбика с накидом. 1 столбик с накидом, сюда же 2 столбик с накидом. 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. И опять сюда же провязываем 1 столбик с накидом
и 2 столбик с накидом. Понятно? Будут 2 таких вот, получается, столбика. Между ними 3 воздушные петельки, 2 столбика. Вот такой веерочек. Вот этот элемент у нас будет повторяться на протяжении всего нашего бактуса, всего нашего узорчика. Идем дальше. Перешагиваем, получается, вот эти 2 столбика, да, которые от предыдущего веерочка. И вот у нас последние 2 столбика. Столбик и 3 петельки подъема. Ныряем в верхушку столбика, провязываем столбик с накидом. И в третью петельку подъема ныряем и провязываем столбик с накидом. То есть вот эти вот, получается, столбики, по 2 столбика у нас будет на протяжении всего бактуса. Поняли? Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Вот опять наш столбик. Провязываем столбик с накидом. Видите? То есть вот начало 2 столбика, 2 столбика, 2 столбика. Так они и будут по краешку. 2 столбика, 2 столбика, 2 столбика, 2 столбика. Идем дальше. Над каждым веерочком, вот веерочек у нас был неполный, да, здесь уже полный. Мы здесь будем провязывать точно такой же веерочек. Опять 2 столбика с накидом, ныряем в арочку. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять сюда же ныряем и провязываем 2 столбика с накидом. 1 и сюда же 2. То есть вот эти вот веерочки, они у нас так и будут продолжаться тоже на протяжении всего узорчика. Здесь они будут постоянно присоединяться. Пока повторяйте, потом вы непосредственно увидите сам принцип узорчика. Так, смотрите, видите, дальше у нас получается, мы должны провязать вот за эти вот наши столбики, 1, 2, 3, да, вот за 2 столбика мы должны провязать обычные столбики с накидом. Я посчитала, что это будет скучновато. Давайте я сделаю из них рельефные лицевые столбики. Вы можете повторять за мной и можете повторять за схемой. Итак, вот эти вот 2 столбика пропускаем, это столбики веерочка, мы их не трогаем. Вот следующие 2 столбика, смотрите, рельефный лицевой провязываю. Вот таким образом беру столбик, то есть у меня столбик перед крючком, вытягиваю ниточку и провязываю по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Это называется рельефный лицевой столбик с накидом. Накид. Следующий столбик у меня идет. Точно так же я захватываю его, вытягиваю ниточку и провязываю 2 петельки, 2 петельки. В последующем, когда узорчик подрастет, вот именно рельефность будет очень-очень хорошо видно. А в последние, получается, вот эти наши 3 петельки, которые были подъема, мы сделаем как бы пол веерочка, который мы делали в самом начале. Итак, смотрите, ныряем в третью петельку, провязываем 2 столбика с накидом, 1 столбик с накидом, сюда же 2 столбик с накидом, 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, и опять возвращаемся сюда же и провязываем столбик с накидом. Вот. Пол веерочка, как вот на самом начале, помните было? Вот точно такие же пол веерочка. Далее что делаем? 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И теперь получается вот сюда, где у нас 3 воздушные петельки были, мы сделаем полноценный веерочек. Итак, нырнули. Столбик с накидом 1. Сюда же столбик с накидом 2. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять сюда же нырнули. Столбик с накидом 1. Столбик с накидом 2. То есть если в предыдущем ряду было пол столбика, да, то здесь уже получается пол веерочка, вернее, то здесь получается уже у нас полноценный веерочек. Видите? Далее у нас идут вот наши 2 столбика. Мы их провязывали рельефными лицевыми. Чтобы сохранить рельефность, с этой стороны мы будем провязывать их рельефными изнаночными. То есть столбик я захватываю вот так вот. Видите, столбик получается за крючком. Вытягиваю ниточку и провязываю по 2 петельки. 2, 2. Вот он, рельефный изнаночный. По изнанке эти столбики выглядят как горизонтальные линии, а по лицевой стороне как вертикальные. Итак, второй столбик точно так же. Накид. Захватили столбик, что у нас столбик находится за крючком. Вытянули ниточку и опять провязали по 2 петельки. 2 петельки, как обычный столбик. 2 петельки. Есть. Далее, смотрите, у нас веерочек. Да, видите, пол веерочка, веерочек, веерочек. Над веерочками у нас всегда будут веерочки. То есть это несложно. Итак, ныряем в арочку, провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2, 3 воздушные петельки. И сюда же опять ныряем, провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. Все, веерочек готов. Так? А вот здесь, получается, у нас идут опять 2 столбика. Давайте вот точно так же провяжем столбик 1, как рельефный изнаночный. А последний, получается, 3 петельки подъема просто обычным столбиком провяжем. То есть добавим, так скажем, какую-то оригинальность в данную схемку. Идем далее. Опять 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот.
Вот наш столбик рельефный, да, продолжаем его рельефным лицевым. То есть получается столбик у меня перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. То есть на лицевой стороне, да, они все будут на столбике рельефные лицевые. На изнаночной рельефные изнаночные. То есть не запутаться. Итак, над веерочками провязываем веерочки. Есть. Раз, два столбика с накидом, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять сюда же. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Есть. Далее между веерочками у нас стоят 2 столбика. В этом случае, видите, мы их будем провязывать рельефными лицевыми. То есть вы смотрите на картинку, чтобы не перепутать, скажем, ряды. И видите рельефно-лицевой, значит, и вы провязываете рельефно-лицевой. Столбик перед крючком, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. Далее, смотрите, у нас идет веерочек. То есть мы провязываем тоже веерочек. Столбик с накидом раз, столбик сюда же с накидом 2, 3 воздушные петельки, раз, два, три. Опять сюда ныряем и провязываем столбик с накидом раз, столбик с накидом 2. Есть. Теперь получается вот эти 2 столбика, которые от веерочка, мы пропускаем. У нас остаются вот эти вот 3 петельки подъема. Смотрите, ныряем в 3-ю петельку подъема, провязываем 2 столбика с накидом. Раз, два. Это наши будущие вертикальные столбики, да, которые находятся между веерочками. Вот такие же будут столбики вот здесь вот. И далее, как бы, ну, назовем его кромочным, да, столбик последний, 3-й столбик. Есть. Далее 3 петельки опять подъема. Раз, два, три. Поворот. Делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И сюда же, в этот столбик, вот он, да, откуда только что были 3 петельки, провязываем 2 столбика с накидом. Как бы делаем пол веерочка наших. Раз и два. Понятно? Вот, у нас шли, дальше будет веерочек, да, пол веерочка, здесь будет веерочек, между ними 2 столбика. Так как у нас здесь, видите, это был, получается, раз горизонтальные линии, значит, изнаночная сторона, значит, мы эти столбики провязываем рельефными изнаночными. Вот таким образом захватываем столбик, столбик за крючком, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Второй столбик точно так же, рельефно изнаночный. 2 петельки, 2 петельки. Все, а дальше смотрите, веерочек, рельефно изнаночные столбики, веерочек, 1 рельефный изнаночный столбик и 1 обычный кромочный. Угу, давайте вместе. Итак, в веерочек вяжем веерочек. Раз, два, столбика с накидом, 3 воздушные петельки и сюда же еще 2 таких же столбика с накидом. Раз и 2. Есть. Далее, вот наши 2 столбика, мы их провязываем рельефными изнаночными столбиками с накидом. Раз, два. Следующий у нас идет веерочек. Видите? То есть ничего сложного. Опять провязываем веерочек. Это 2 столбика с накидом. 3 воздушные петельки. И опять 2 столбика с накидом. Раз, два. Все. Дальше у нас тут 2 столбика. Один из них будет рельефным изнаночным. То есть как все остальные наши рельефные столбики в этом ряду. А последний обычный столбик беремся за 3-ю петельку подъема и провязываем обычным столбиком. Понятно? Вот такая вот изнаночка. То есть один ряд у нас, одна сторона ровная, а одна сторона идет прибавочки. Если мы перевернем на лицевую сторону, смотрите, как получается. Вот, одна сторона ровная, другая сторона прибавочки. И вот видите, как рельефные столбики. Вот они, рельефные столбики, начинают расти. Получается намного интереснее. Угу. Ну, либо можете повторять просто за схемкой, как на схемке сделано. Так, и продолжаем дальше. Опять делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И вот наш рельефный лицевой. Значит, провязываем этот столбик рельефным лицевым. Здесь вообще не сложно. Над веерочком опять веерочки. Тоже несложно, не пропустите. Раз столбик с накидом. 2 столбик с накидом. 3 воздушные петельки. И опять сюда же. Раз столбик с накидом и 2 столбик с накидом. Есть. Опять смотрите, у нас тут между нашими веерочками, да, идут вот эти вот 2 столбика. Смотрим. Лицевые, значит, мы провязываем 2 лицевых рельефных столбика с накидом. Раз и 2.
Опять идет веерочек, провязываем веерочек. Раз, два, 3 воздушные петельки и сюда же опять. Раз, два. Есть. Смотрите, вот наши два рельефных лицевых столбика. Мы их провязываем в этом ряду лицевыми тоже, рельефными лицевыми столбиками с накидом. Вот, смотрите, а тут получается у нас, помните, да, было как бы пол веерочка, 3 петельки подъема. Мы делали 3 воздушные петельки и 2 вот таких вот столбика. Теперь мы должны будем здесь, получается, провязать полностью полноценный веерочек. Итак, ныряем в эту арочку и провязываем 2 столбика с накидом. Раз, два, 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И опять сюда же возвращаемся и провязываем еще 2 таких же столбика с накидом. Раз, два. Понятно? И так как у нас мы договаривались, что в каждом ряду у нас будет прибавочка, так, то мы, получается, присоединяемся, вот считаем третью петельку подъема. Раз, два, 3. Присоединяемся к третьей петельке и провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Как вам? Видите, приобретается объем, и мне кажется, так намного интереснее будет. Все. И продолжаем дальше по схемке. То есть наблюдаем схемку: 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Далее получается поворот и 3 воздушные петельки опять. Раз, два, 3. По узорчику, что сделаем половину, получается, веерочка. Итак, сюда же ныряем и провязываем здесь 2 столбика с накидом. То есть пол веерочка. Раз, и сюда же 2. А вот далее, смотрите, видите, у нас веерочек идет, да, здесь как бы пол веерочка. И между ними вот 2 столбика. Раз мы с вами находимся на изнаночной стороне, смотрим, да, вот по этим горизонтальным линиям, значит, эти столбики мы провязываем рельефными и изнаночными. Берем первый столбик, захватываем таким образом, что получается у нас столбик находится за крючком. Вытягиваем ниточку аккуратненько и провязываем по 2 петельки, 2, 2, рельефный изнаночный столбик с накидом. Со вторым столбиком делаем то же самое. Опять 2, 2. Все, дальше пошел веерочек, провязываем веерочек. Столбики, изнаночные столбики, веерочек, веерочек, столбики, столбики, веерочек, веерочек, столбики, столбики. Угу. Давайте, получается, провяжем с вами сейчас вот до конца ряда. Раз, так, провязали. То есть здесь повторение, ничего сложного. И вернемся обратно. Я покажу, что здесь будем дальше прибавлять по схемке. Договорились? Давайте, провяжите до конца ряда и вернитесь, потому что не сложно. Над столбиками столбики, над веерочки веерочки, а в конце ряда я вас встречаю. Давайте. Так, смотрите, это изнаночная сторона, да, получается, я вас здесь оставила, довязала до конца ряда, потом перевернула вязание, опять довязала до конца ряда и хочу как бы, ну, вывела, так скажем, формулу для удобства, когда можно делать прибавочки, когда вязать половина веерочка, когда целые веерочки. Смотрите. Вот получается наш первый ряд, вот этот вот первый ряд, мы здесь провязали пол веерочка, далее делаем 3 столбика. Дальше опять мы сделали пол веерочка, а затем полноценный веерочек и 1 столбик. То есть получается, если посчитать, половинка, 3, половинка, целый. Так. Дальше у нас идет опять 3, половинка, 3, опять половинка, так. И получается после половинки целый. То есть, как бы, если соответствовать этой формуле, получается половинка 3, половинка целый. Да? Дальше у нас тут 3. Опять половинка 3, половинка целый. 3. Половинка 3, половинка целый. 3. Да? Вот эти как бы, ну вот по схемке посмотрите внимательно, то есть как бы, чтобы не запутаться, где у вас будут какие прибавочки. И вот в данном случае, получается, у меня была половинка, а здесь я провязала целый веерочек. То есть я имела в виду половинка веерочка и целый веерочек, и получается, после целого веерочка я должна буду сделать последний кромочный столбик в 3 петельки подъема. Вот, просчитываю. Раз, два, 3 петельки, в третью петельку ныряю и провязываю столбик с накидом. После того, когда я провязала целый столбик, да, и закончила, получается, кромочный, следующий у меня будет 3 столбика. Понятно? То есть 3 столбика, половинка, 3 столбика, половинка, целый. 3 столбика, половинка, 3 столбика, половинка, целый. Вот. То есть сейчас я провязываю 3 столбика. Раз, два, 3 петельки подъема. И сюда же
Сюда же я, получается, провязываю 3 столбика, еще 2 столбика, по итогу будет у меня 3 столбика с краешку. Раз, два, три. Есть. А далее, получается, вот продолжаю веерочек. Над веерочком веерочек. Несложно. Понятно? То есть вы как бы для себя просто запомните эту формулу, и вам будет намного проще делать прибавочки. Все. А дальше возвращаемся. Точно так же провязываем опять над столбиками столбики, над веерочками веерочки. Единственное, что смотрите, да, раз у вас здесь горизонтальные вот такие полосочки, значит, здесь будут рельефные изнаночные столбики с накидом. И все. Все, несложно. Понятно? Итак, давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Внимательно смотрите за схемкой. Здесь вот свою формулу, да, как бы вы видите, будете как запоминать. Вот. Увеличим образец на несколько рядочков. Видите, да, здесь вот так вот край ровный идет, а здесь он так вот заворачивается, заворачивается и будет дальше, дальше, дальше заворачиваться. Свяжем образец, посмотрим непосредственно, как происходит расширение, да. Возможно, я передумаю и сделаю платок, чтобы он закрывался у меня. То есть вначале он будет расти, а потом он будет уменьшаться. Не как в предыдущих баклусах. Растет, растет и так вот до конца растет. Возможно, я применю вторую схемку, но поживем, увидим. Итак, увеличиваем образец, смотрим, как переходит ниточка в цвете. И смотрим, что в итоге получается. Надеюсь, получится очень здорово. Давайте встречаемся через несколько рядочков. Итак, смотрите, вот провязала несколько рядочков, да. Увидела, как происходит переход цвета. Очень даже интересно. Такая расцветочка, конечно, более зимняя, наверное, да. Смотрите, вот мы здесь начинали с вами, да. Вот у нас ровный край идет, как и договаривались. И вот непосредственно идет увеличение наших, получается, полувеерочков, веерочков. Смотрите, как это будет выглядеть. Это будет, получается, шейка, так? И вот так вот наискосок будут лежать наши рельефные столбики. Ну, скажите, с рельефными как интересно смотрится. Да? Посмотрите, видите? Он такой объемный. Конечно, с рельефными столбиками получается сразу узорчик односторонний. То есть по изнаночке это будет вот так вот. Хотя, с другой стороны, под настроение можно будет, да, платок носить. Можно, захотите на эту сторону, веерочки видно, захотите на эту сторону. То есть, ну, в принципе, то есть и так можно. Получается, краешек будет вот это вот расти, расти, расти постоянно. Поняли, да, какой треугольничек будет? То есть он будет так вот от уголка растет, растет, растет. Здесь он будет закругляться, закругляться все больше и больше. И здесь, получается, я все-таки решила, что я не буду его делать в виде треугольного платка. То есть, как бы я не буду уменьшать в дальнейшем. Я не буду сделать вот именно в этом, как бы с этого края уменьшать. Нет, не буду. То есть я вот так и буду, как и остальные свои бактусы, провязывать точно так же. У меня будет расти, 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 расти. Вот, смотрите, ниточка очень мягенькая, очень хорошенькая. После влажной тепловой обработки она будет еще мягче. Единственное, что хотела вам уточнить в этот момент, когда будете провязывать рельефные столбики. Мы их провязывали, получается, как обычные, да, столбики. 2 петельки, 2 петельки. Ну вот, смотрите. Сейчас сделаю 3 петельки подъема. Раз, два, три. И на одном столбике вот на этом покажу. То есть мы провязывали, да, вот так вот брали наш рельефный столбик, провязывали его по 2 петельки, 2, 2. Вот. Но единственное, что либо провязывайте точно так же 2 петельки. Единственное, что сейчас покажу, чтобы он не затягивался узорчик, когда вы петельку вытягиваете, тяните ее повыше. Угу. И повыше уже провяжите 2 петельки и 2 петельки, чтобы столбик был высоким. Он же немножечко опускается, да, и за счет этого немножечко узорчик как бы стягивается. Либо, смотрите, ничего, что я сказала уже постфактум, да, но вы сами бы увидели. Либо, смотрите, вы берете вот так вот же столбик, вытягиваете ниточку и провязываете вначале одну петельку, а потом 2, 2. Понятно? То есть столбик будет немножко повыше. Так, чтобы он вас просто узорчик не стягивал. Понятно? Все. А так, гляньте, какая красота. Я жду ваших комментариев, кто работал с этой ниточкой, да, кто работал с этим узорчиком. Опять же, как всегда говорю, что это узорчик для бактуса. Длину, размер вы определяете сами. Захотели 2 моточка использовали, захотели 3, захотели 5, захотели 6. Понятно? И мне как бы в принципе понравился переход узорчика. Узорчик понравился, значит, я закажу ниточки и сделаю все-таки полноценный бактус. Выложу я его в сообществе здесь, да, готовый результат. И выложу обязательно у себя в Инстаграме. Так что заглядывайте в сообщество. Я вас, конечно, оповещу. И заглядывайте в Инстаграм. Тоже вас оповещу. Вот такая вот красота. Ну, надеюсь, видео вам понравилось. Так, надеюсь, все понятно. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много нового интересного. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда будут новинки на канале. Смотрите, под, получается, видео здесь вот справа в уголочке находится стрелочка.
поделиться с друзьями. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Заранее вам спасибо большое. Ну и спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.